Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и гости канала. Те, кто, быть может, совершенно случайно оказались на канале Таро Немо, открыли это видео. Таро расклад, что спешит на ваш порог, что скоро произойдет в вашей жизни, что уйдет, а что придет взамен, что завершается, а что нового идет в вашу жизнь, что словно само, возможно, пытается от вас оттолкнуться, потому что чувствует, что на пороге уже новых событий вы стоите. И, возможно, это именно то, что изменит вас самих, вашу жизнь, ваши приоритеты и ваши планы. Давайте узнаем. Итак, вначале мы делаем сигнификацию, выполняем. Почему вам нужно это видео, почему вы его открыли, чью судьбу нам сегодня поведают карты. Итак, что в вашей жизни происходит прямо сейчас. И, конечно, рассмотрим выпавшие карты, значения с позиции позитивной психологии и здравого смысла. Но и наш расклад подойдет одинаково как для мужчин, так и для моих любимых девочек. Все девочки, неважно какого возраста. Посмотрите, аркан сила. Конечно, для мужчин это может означать важная женщина в вашей жизни, страстная любовь, мои дорогие. Мы спрашиваем, что происходит прямо сейчас. Возможно, какие-то взаимоотношения. Это та женщина, которая не дает покоя. Это та, которая снится. Это та, которую ты помнишь. Она крутится в голове. Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни делал, о чем бы ты ни думал, ты сравниваешь, а как бы сказала она, а как бы поступила она, а если бы я с ней поделился, а как бы мы, что бы мы с ней обсуждали. Мои дорогие девочки, есть тот человек, который к вам имеет притяжение. Но вы, ваша все-таки сила, она тут на первом месте, безусловно. Ведь иногда мы говорим, это аркан женской силы, но это карта критического мышления. Вполне вероятно, у вас были какие-то сложные отношения, которые сейчас проходят как кармический урок. Какие-то важные выводы вы должны сделать. Конечно, по этой карте идет выздоровление. Это когда мы понимаем уже наши собственные ошибки. Причем мы уже приняли их. Мы себя тут не корим. Для мужчин это где-то точно так же. Потому что вы можете оценивать, как отношения складывались прежде и что происходит вот на данный момент. Два старших аркана. Тут у каждого своя история судьбы, свое развитие отношений, свои обстоятельства, свои страны. Может быть, у каждого даже разный менталитет. Но вот именно теперь вы чувствуете, что есть какая-то незримая связь, которая вас связывает. Возможно, эти отношения, есть желание перевести на новый уровень у кого-то из вас. Но, видимо, окончательно сейчас вы просто чувствуете момент перехода между прошлым и будущим. Но еще само по себе действо, оно не произведено, точка не поставлена. Не было, может быть, важного разговора, или вы еще в своей, может быть, ментальности пока не сформировали тот основной план, по которому вы будете действовать. Возможно, для кого-то из вас планы уже ваши несколько поменялись. Может быть, изменилась ваша жизнь. Вполне вероятно, я допускаю, что между вами был какой-то такой штрих, который вам не понравился. Поступил противоположный как бы человек, да? Потому что тут явная история, которая граничит и с чувствами тоже. Она, конечно, граничит и с рационализмом. Так вот, какой-то человек, вы от него не ожидали вот этого рационализма. Вы не ожидали от какого-то человека, которого вы воспринимали, может быть, больше чувствами. Но вы не ожидали вот хладнокровия в каком-то вопросе. И может быть тот вопрос, который вот как известие, может быть это просто была беседа, которая началась совершенно в другом русле. Но либо фразу человек какой-то сказал, когда вас это, знаете, как пыл наш охладило, и среди каких-то приятностей и таких приятных или добрых надежд, больше надежд, потому что рыцарь кубков это не о том, что будет развиваться очень далеко. Это вот в одном разговоре нас что-то могло и обрадовать, или сам разговор был приятный. Но есть или был какой-то штрих, который вас заставил понимать, что да нет, меня нет в этой жизни. Или в жизни этого загаданного человека. Или в этом деле, может быть, в конкретном каком-то проекте. Мне отвели определенную роль. Вот именно какую-то роль. Но вы с этим не согласны. После этого разговора кто-то из вас кардинально решил изменить планы. Или после какой-то новости, мои дорогие.
С другой стороны, у вас сейчас, в данный период времени, это точно, есть свои планы. И уже, знаете, получается, знаете, как словно невидимая демаркационная линия, где это планы ваши и планы человека. Они не пересекаются. И вы, скорее всего, в каких-то более таких реалистичных энергиях. То, что не зависит, знаете, не от опломба, не от того, что как предубеждение, может быть, даже и менталитет, или какое-то, ну, такое отношение, которое строится, потому что вот так вот правильно думать, да, вот как, знаете, какие-то табу, может быть, у человека. А вас уже жизнь научила, ну, может быть, быстро где-то лавировать или выдерживать нейтралитет. Возможно, и вы уже розовые очки давно не надеваете на себя. Не случайно карта критического мышления. Да, вполне вероятно, я допускаю, вы согласны воспользоваться каким-то вариантом, если при условии, если для вас это будет какое-то продолжение, это будет участие, но точно не игра в одни ворота. Что нам еще расскажут карты у вас прямо сейчас? Потому что опыт, сын ошибок трудных. По тройке мечей для кого-то из вас вот с этим человеком или вот с какой-то вот именно, ну, может быть, это у кого-то в лице руководителя организации, да, или какое-то ваше дело. Вы явно потерпели фиаско, как минимум 2 раза. Первый раз вы могли проиграть, как по чувствам, а второй раз вы могли, может быть, ждать участия, но в конечном итоге так и не дождались. И поняли, что нет. Тут есть какая-то незримая нить, которая либо она связывает, либо она разводит людей в две стороны. Что-то не на уровне чувств, а именно на уровне понимания. Нами осознается, что, ну, как бы мы ни говорили себе, что, да, вот как в той поговорке, халва слаще-то не бывает. И вы, скорее всего, приняли какое-то однозначное решение. Что еще в вашей жизни происходит прямо сейчас? Вы могли даже пойти, знаете, на что-то согласиться, может быть, в очередной энный раз точно что-то начать. Вы подводите итоги, потому что вы, пусть это вы не проживаете, но вот все то, что я сказала по первому ряду, да, вот мы полярные как люди. У одного свои какие-то задумки, свои табу, свои принципы, а вы более реалистичный человек. И пусть это было даже на уровне договоренностей, но вы четко понимаете, это как вот она, демаркационная линия. Я часто говорю, по тузу жезлов наша жизнь делится на период до и после. И вы понимаете, что если я буду как окунаться заново в эти отношения или полностью без остатка отдавать себя вот какому-то проекту, вот как было у меня тройка мечей, пятерка пентаклей, так и будет у меня еще какое-то ожидание. Как были разочарования, предательство, финансовый минус, так и опять какое-то время я буду, ну, тянуть, может быть, какие-то отношения, тянуть как лямку какую-то, да, как бурлак, может быть, на реке, да, когда-то много веков тому назад, а в конечном-то итоге я в какое-то самопожертвование ухожу и бесконечное ожидание. Ну, давайте еще пару карт о вас. Ну, вот такие мысли. Да, вы знаете, у вас сейчас разочарование, потому что было. И вот аркан Луна опять какая-то. Вы можете сейчас, кто открыл это видео, давайте заключительным таким аккордом. Вы сейчас, может быть, поэтому и смотрите, что уйдет, что придет. Потому что нужно разобраться. Разобраться в отношениях. Или чем заниматься. Куда спешить. А что вообще отпустить. И вот, может быть, несколько вот этих вот заходов или несколько вот проб и ошибок. Да, есть разочарование, но уж точно не хочется блуждать в потемках. Маг. Становление мага. Из вас, из такой теплой, чувствительной натуры, надежного человека, жизнь формирует где-то прагматика, как ни странно, аркан силы. Аркан мага, если мы сказали, карта силы – это женская сила, а маг – это у нас всегда больше сила мужская. Поэтому тут могут быть действительно взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Но как бы там ни было, похожи люди где-то, да? Чем похожи? Они похожи, что они могут оставить отношения. И как бы не было больно, грустно,
что вот что-то не сложилось, человек будет идти вперед. Вполне вероятно, это были те взаимоотношения, которые, ну вот как учителя друг для друга. В чем-то вы отзеркаливаете друг друга, а в чем-то совершенно противоположные. Отзеркаливаете, может быть, как по душе, по вашим планам, к примеру. Оба хотят путешествовать, оба хотят изучать языки. Когда вдвоем интересно, это и любознательность какая-то, да, любопытство к жизни, именно к жизни, не к соседу. Но когда вы чувствуете все-таки или чувствовали единение души как-то вот по-особенному с этим человеком, но для жизни тут все спорно. Может быть, это вам нужно, даже мои дорогие девочки, у нас завершается картой мага. Научиться быть вот в этих мужских энергиях. Вот такая непростая задача. Потому что все же по аркану маг, это если по аркану сила тут больше мы договариваемся. Да, маг тоже умеет договариваться, но в приоритете все-таки свое, свои желания. И никогда чьи-то желания, они не то, что не будут идти рядом, или уже не говоря, что там впереди его желаний. Нет, они где-то будут там в хвосте, позади. Но, видимо, вам вот именно вот эти мужские качества, когда я хочу, я могу, у меня получится. Непростая какая-то история у нас сегодня, поэтому давайте будем смотреть, кому совпадает этот мини-расклад как сигнификация, что о вас рассказали карты. Пойдем с вами дальше. Перемешаем. Вот давайте мы теперь и узнаем, чего нельзя упустить. Что вам сейчас как важно услышать, важно знать, что нельзя упустить из внимания. И первый вопрос, который мы задаем, что уходит? Что происходит? Словно как само пытаясь от вас оттолкнуться. А вот какая-то задержка может быть, да? Или когда вы все время ждали какого-то подходящего момента, это точно. Что вдруг из ниоткуда, как из облаков, вот этот кубок появляется, да, что человек поймет. Или, ну, наконец, что-то, может быть, и вот в обстоятельствах сложится что-то такое, что заставит человека изменить. Или, ну вот смотрите, да, что уходит. Четко нам говорят карты, что уходит. Вот какое-то нерациональное предложение. Какие-то иллюзии уходят. Долгое ожидание уходит, мои дорогие. И то, что прежде, может быть, нас где-то успокаивало, вот не без этого. С одной стороны, тут были такие эмоции. Да, когда мы об этом думали, нам это очень нравилось. Когда мы были, может быть, даже вместе, это было здорово. Но когда вопрос становился по-другому, например, что-то оформить документально, или, ну, когда вам необходима помощь, и пусть даже душевная, если человек не мог оказать помощь, ну, какое-то содействие, буквально физически, материально, но чтобы было душевное участие, не было ни первого, ни второго. И все то, что уже многократно использовано, испробовано, оно уходит, ожидание уходит, какая-то безнадежность у вас уходит. Вы сами трансформируетесь. Давайте сразу спросим, что придет взамен. Надежный человек, мои дорогие. Какое-то новое знакомство. То знакомство, которое не будет развиваться быстро, мои дорогие. Через аркан повешенного. Вам придет на смену тот человек, который очень похож на вас тоже. Он где-то может повторять, может быть, те прежние контакты, связи. Вот что у вас в предыдущем человеке, или пусть это предыдущий проект, предыдущая работа, или, ну, вот что-то такое, с чем вы уже сталкивались, да, и что вот сейчас завершается. Тут придет человек, который вам даст именно ту надежность, тот какой-то базис, когда вы можете не делать что-то с оглядкой, или когда вы можете искренне выражать свои чувства, когда вы можете не беспокоиться об отношениях, что завтра начнется какая-то игра или какие-то качели вперед-назад. Но будьте, наверное, готовы к тому, что у человека могут быть серьезные планы с самого начала. Вы этого можете не видеть.
И отношения человек, скорее всего, прошел приблизительно такой же путь, как и вы. Он будет какое-то время, ну, как проверять вас, мои дорогие. Или будет себе задавать какой-то вопрос. Ну, у каждого тут в зависимости от того, что человек пережил. Или у человека, допустим, могла быть семья, могут быть и дети. И значит, он будет выстраивать какую-то конфигурацию. Почему, допустим, прежний брак распался? Почему прежние отношения, они тоже распались? Он будет что-то вроде бы как очень практично развивать, да, но он не будет торопиться. Он именно будет бояться того, что это будет игра. Собственно говоря, вы тоже этого боитесь. Хотя точно так же я могу допустить, что для кого-то из вас, посмотрите, так карты легли. Сначала у нас король, а аркан повешенный за спиной у королевы Пентаклей. Поэтому для кого-то из вас даже та персона, о которой мы сегодня говорили в сигнификации, здесь к вам может пытаться, ну как, знаете, еще раз, как на стриженной козе с каким-то новым вариантом подъехать. Я, конечно, шучу, я надеюсь, что каждый из вас понимает мой сленг. Но это как какой-то новый интерес пытается вас зародить или пытается вас чем-то заново зацепить, но при этом человек может понимать, что вы уже от него отвернулись. Вы идете вперед. Давайте еще спросим. Что же там само пытается от вас оттолкнуться? Что от вас пытается оттолкнуться, потому что не актуально, нет смысла. Вы знаете, какая-то череда из неожиданностей, от которых вы устали, от отсутствия взаимопонимания, от финансовой бреши, от финансового минуса. Вот вы от этого уходите, мои дорогие. А что придет взамен? Новый план, новая идея, новый проект. Ну, вы не очертя голову туда, нет. Посмотрите аркан императрицы. Тут идет ваше становление, становление как личности. Здесь будет какая-то у вас совсем скоро история, которая будет связана с вашими возможностями, причем в плане преувеличения. Для кого-то из вас это будет, может быть, встреча того человека, который будет именно оказывать вам участие, но вы знаете, как готов сопровождать вас. Вполне вероятно, вы можете сами случайно познакомиться с таким человеком, но вы сами тогда поставите это на паузу, или вы будете это проверять. Вполне вероятно, для кого-то из вас новый проект, может быть, ваше творчество, вдохновение, когда вы понимаете, каким образом можно заработать деньги. Вот, кстати, по финансам, может, сложилась такая история, все-таки у нас тут пятерка пентаклей, а у нас следующий триплет начинается с пажа жезлов. Это всегда как выбор направления или чем мы будем продолжать заниматься. Дела, работа, бизнес, поскольку жезлы. Дальше семерка пентаклей. Это может олицетворять тот проект, за которым мы еще готовы ухаживать. Как взращивать. Это, знаете, наш проект, особенно, наверное, для тех, это вот именно этот компонент будет важен, кто сейчас либо пытается работать на самого себя, или осваивает какой-то новый ресурс, именно в надежде, что я теперь буду независим, финансовую независимость получить. И вы понимаете, что добрые дела на спех не делаются, и вам еще нужно это развивать, продолжать. Иными словами, как ухаживать. Проект – это как наш ребенок. Вот вы будете за ним ухаживать, но вы благодаря этому достигнете удивительных возможностей и высот, мои дорогие. Тут явно все-таки императрица – это очень ресурсная карта. Это та, которая вот от начала до конца по самореализации. Поэтому я могу предположить, что не только с человеком тут это будет связано, а это будет связано еще именно с вашей работой, с вашей самодостаточностью. А уходит все то, что создавало, может быть, много работы. Может быть, вам длительное время приходилось для кого-то из вас, допустим, рваться между двумя работами. И одну не бросишь, потому что там хоть и маленькие деньги, но это стабильно. Но и в свой проект развивать. Так вот здесь, вот по рыцарю жезлов, я могу предположить, что стремительное какое-то развитие вашего проекта. Будут новые возможности. Возможно, даже придет ваша популярность. Будьте к этому готовы.
Так что же еще уходит? Уходит, знаете, как ваша обособленность. Может быть, вы на самом деле находились в какой-то местности и не могли ничего совершить, потому что невозможно переехать или куда-то поехать. Невозможно по разным причинам. Может быть, вы сами, ну, как не могли куда-то передвигаться, да? Тут по разным причинам. Может быть, кто-то ухаживал, да, за человеком. Может быть, это потому, что финансы как бы не позволяли. Ну, наверное, самые разные позиции. Вот это уже уходит. И вы очень часто сожалели. Будь у меня немножко больше ресурсов, возможностей, я бы обязательно это осуществила или осуществил. Но вот это все уходит, мои дорогие. Уходит, я должна сказать, по тройке кубков, хоть это карта праздника, но все же есть такой вот момент, когда присутствует третий лишний. Вот для кого-то это проиграется, правда, мы все разные во взаимоотношениях. Может быть, это вот какой-то любовный треугольник. Или там еще там квадраты, говорят, что есть, да? Но это самое главное, когда тысячу каких-то условностей, а конкретно ведь важны двое. То есть именно двое задают тон взаимоотношениям, и от того, как они будут развивать, либо это будет развиваться или будет иметь продолжение, либо нет. Когда есть третий лишний, это все время игра, это некоторый хаос, потому что воздействие третьих лиц, и неважно, или это конкретный человек, или это третье обстоятельство, например, да, менталитет может быть, взгляды на жизнь, или какие-то советы со стороны, может быть, родственники. У каждого тут вот именно третье что-то. Но две тройки. Тут какая-то история ваша именно. Вот как вот эта невозможность что-то осуществить в предыдущий период, она зависела от возможности, насколько вы попадали, знаете, как в какую-то тональность или в какой-то такт тех обстоятельств и людей, с которыми вы общались или находились. Но вот это все завершается. Что придет взамен? Нечего добавить. Ясность придет. Карта Солнца. Я по предыдущему триплету уже сказала, да? И для кого-то из вас это действительно такой прорыв. Причем это то дело, творчество, работа, или проект, которым вы будете заниматься последующие 6-8 месяцев, и которые точно вас, знаете, как уведут от того, о чем вы долго сожалели. Для кого-то из вас это будет возможность совершить переезд, если вы об этом мечтали. У меня уже звучало и не раз. Или осуществить какую-то поездку. За вами будут наблюдать, мои дорогие, что придет взамен. Вот те люди, которые вас ставили в какой-то тупик. Или, может быть, искусственно пытались вас как ограничить. Может быть и так. Вот это завершается. Но за вами вот это наблюдение, оно будет, а у вас будут воспоминания. Вполне вероятно, если это касается взаимоотношений, я не исключаю, что для кого-то из вас придется встретиться для того, чтобы прояснить. Именно какая-то встреча может быть именно для того, чтобы расставить все точки над «и», после чего вы сделаете какой-то очень важный шаг в вашей жизни, после чего, как может быть, и наступит какой-то переломный момент. Что уходит? Разногласия, мои дорогие. У кого-то уходит, посмотрите, король кубков и королева кубков. Какая-то прежняя конфигурация отношений. Я могу действительно допустить так, что вы получаете новости с какие-то, да, которые касаются, может быть, труда, работы, вот ваших достижений или то, что лично вам важно. Но и человек будет получать тоже какие-то свои новости, которые касаются его приоритетов каких-то. Нам не говорят, что это как-то связывает вас, нет. Но тут может быть следом как бы какая-то новость, которую, может быть, человек уже получил, может быть, вы уже получили. Или когда вы узнали, опять же, да, вот то, что для вас было такое, знаете, жестко колючее. Вот как у нас по сигнификации выпадал, да, пажи, два пажа, и мы говорили с вами, насколько вы разные, то вот здесь может так вот обстоятельства складываться, что я не исключаю, что какой-то человек решит куда-то поехать.
или переехать, или как будто он для вас может быть несколько неожиданно примет решение, но как будто это на вас уже не оказывает никакого влияния. Почему? Потому что как и рыцарь мечей, так и король кубков, как будто за спиной у королевы кубков. Это вы, опять же, ваши эмоции, ваша доброта, ваша открытость и самопожертвование остаются позади от начала до конца. И даже если кто-то пытается, может быть, и из близких все же, я такое тоже не исключаю, может быть, это другая какая-то палитра, да, взаимоотношений, может быть, с родственниками. Хотя это может у кого-то перекликаться со всем тем, что мы сказали. Расклад общий, поэтому перекладывайте на себя. Тогда будьте готовы к тому, что человек тут может себя вот так колко как-то вести или принимать резкие какие-то решения. Но вы-то идете уже своим путем. Что спешит в вашу жизнь? Радостная новость, что спешит в вашу жизнь. Перемены. Что спешит в вашу жизнь? Спешат люди, хочется сказать, которые будут готовы с вами взаимодействовать. Но спешат опять же люди, у нас король пентаклей, те, которые будут развивать отношения с вами долго. Это не быстрое развитие отношений, нет. Это может быть, посмотрите, как будто активные, более активные действия по вашим планам. Вот здесь тоже такое может проиграться. Вполне вероятно, к вам какой-то человек, ну, как подарок принесет. Я такое тоже не исключаю. Или как-то себя попытается проявить. Но присмотритесь вот, наверное, к тому человеку или к тому знакомству, которое у вас может состояться в ближайшее время. Для кого-то из вас это может быть то знакомство, которое состоится в дороге. Вот смотрите, мы ведь говорили, что тут дорога. Скорее всего, вот солнце. Дальше у нас следовал аркан влюбленная, да, и дорога. Вот все то, что я сказала. Так вот следом, да, как вы делаете какой-то решающий шаг. Когда вы меняете свою жизнь. На этом перемены не заканчиваются, мои дорогие. Вас будет что-то вдохновлять и радовать. Следом вы получите какие-то добрые вести. Это отдаленное будущее. Это не буквально завтра. Вам карты, вот посмотрите, так уж вышло, что они вам целую, ну, как траекторию, наверное, 6-8 месяцев. Вот наш расклад может для кого-то проигрываться. И дальше еще более стремительные перемены. Это карта успеха, это где-то карта популярности. Конечно, это карта поездок, переездов. Для кого-то из вас именно в поездке или в другой местности для вас могут прийти новые совершенно, как и люди, к вам могут прийти новые планы. Здесь может быть и продуктивное взаимодействие, и это будет развиваться, может быть, даже лет 10-20. Иногда я говорю по этой карте, карта марафонского забега. Значит, как и люди могут прийти, как я и сказала, и проекты, которые, да, и вас более того, приведут к финансовому успеху. И вот, наверное, для многих из вас, может быть, вы сейчас этого не видите, а ведь и правда придется совершить какую-то поездку или переезд. Может быть, так сложатся обстоятельства. Или вы об этом думали, но тут придется вашу думу, я не исключаю, переиграть. Собирались в одно место, поедете в другое. Потому что тут как по судьбе обрести именно своих людей или своего человека. Я допускаю, что вы можете потом уехать из этой местности, но кто знает. Пусть это дорога или то место само, да, где вы будете находиться, все же есть какая-то, знаете, как зацепка в виде конкретной персоны, либо в виде какого-то конкретного дела, который будет в вашей жизни продолжаться намного дольше, чем вы бы могли предполагать. Но это будет что-то более надежное. И для вас, я бы сказала, все-таки пентаклевые карты. Да, вас это будет радовать. Но еще это все-таки развитие вашей самодостаточности, самодоверия, надежности, как и вы для себя надежный, но вам необходим именно еще кто-то, кто с вами на одной волне. Вот по всем картам, правда, для кого-то из вас до конца 2026 года, кто смотрит сейчас мой расклад, суждено еще и важное знакомство.
перекладывайте на себя, мои дорогие. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные, теплые комментарии, за то, что вы описываете свои жизненные истории. Поверьте, хоть не отвечаю, но я все читаю, просто времени не хватает. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте статьи на моем сайте, ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.